Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». На своем телеграм-канале я с февраля 2020 года пишу о возможности военной операции в отношении Тайваня со стороны Народно-освободительной армии Китая. И основная причина – это реальная невозможность преодолеть те противоречия, которые вышли уже на поверхность в 2020 году между военно-политической группой Си Цзиньпина и высшим руководством Соединенных Штатов Америки. Эти противоречия появились, конечно, не в 2020 году, а зафиксированы были еще с прихода выходца из Народно-освободительной армии Китая Си Цзиньпина уже в 2012 году. Ну а сейчас они выходят на поверхность. В марте этого года в этом канале появился ролик о причинах, условиях начала военной операции в отношении Тайваня. Ну а когда уже несколько дней назад глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гуоджан заявил о том, что к 2025 году материк будет готов провести военную операцию в отношении Тайваня, и возросшая активность в первую очередь военно-воздушных сил НУАК в небе над Тайваньским проливом, она максимальная за последние 40 лет. Ну, конечно, тут уже большинство публичных экспертов резко поменяли свою позицию. Раньше они утверждали о том, что воссоединение будет только мирным. Теперь эти эксперты, точнее комментаторы, потому что комментаторы, они обычно комментируют постфактум, они утверждают и активно обсуждают военный сценарий. Уже в том предыдущем ролике достаточно много этому было посвящено внимания. Что будет происходить, по каким причинам, конкретно о личности и истории карьерного роста Си Цзиньпина. Тоже этому внимание было посвящено. Но самое главное, на чем надо сосредоточиться свое внимание, это то, что в чем опять неправы эти публичные комментаторы, в том числе с востоковедным образованием, в том, что вряд ли эта война будет с применением непосредственно вооруженных сил НОАК, вооруженных сил КНР и вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. То есть столкновение, скорее всего, будет носить сугубо гибридный характер. То есть столкновение и возвращение Тайваня будет происходить по крымскому сценарию, который китайцы очень подробно изучили, поняли, что он не привел к глобальной катастрофе, привел в итоге к стратегической победе России и к укреплению авторитета первого лица. Кстати, о чем речь пойдет далее в отношении Си Цзиньпина. Но перед тем, как детально рассматривать вот эти новые нюансы, которые, возможно, раньше я не упоминал, те, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, это полезно для продвижения канала, нас почти 70 тысяч, давайте дойдем до этой цифры и репостите видео в Фейсбуке, ВКонтакте, где вам удобно, где вы сидите. Перед тем, как говорить о Тайване, обязательно нужно несколько слов сказать вообще, что это за остров, какова в нем социально-политическая, экономическая обстановка и так далее. В первую очередь, когда мы говорим о Тайване, очень важно понимать юридические права, юридический аспект, правовой аспект тайваньской операции. Дело в том, что после распада Цинской империи в 1911 году Китайская Народная Республика не стала юридическим правопреемником Цинской династии. То есть это новое образование, оно появилось даже, кстати, сильно-сильно позже, после образования. Соответственно, образование КНР прошло в 1949 году. Никаким наследником Цинской империи, в состав которой входил остров Тайвань, Китай не является. Нынешняя Китайская Народная Республика. Более того, сама Цинская империя утратила суверенитет над Тайванем по итогам Китайско-японской войны 1695 года. То есть Тайвань с 1895 года, об этом очень мало говорят, юридические аспекты обычно никого не волнуют, а они главные, не является вообще даже частью Цинской династии, хотя которая не была китайской, была маньчжурской. Она принадлежит Японии по 1945 год. То есть Япония 50 лет контролировала Тайвань. После этого, фактически, по итогам Японо-американской войны, которая была частью Второй мировой войны, Тайвань фактически находился под контролем американцев. И когда нацпартия Китая
под руководством Дзян Цзяши, его называют Чан Кайши на джидзянский манер, откуда он родом, из города Нинбо. Когда Чан Кайши потерпел поражение от коммунистов, нацпартия Китая сбежала на остров Тайвань под протекторат Соединенных Штатов, фактически находится там в качестве независимой административно-территориальной единицы, которая не подчиняется Китайской Народной Республике. Хотя Китайская Народная Республика заявила свои права на этот остров, и большинство государств, у меня есть, кстати, в Телеграме отдельный пост по признанию Китайской Народной Республики, придерживаются политики одного Китая, не поддерживают независимость Тайваня на формальном уровне. Но все же стоит вернуться к суверенитету Тайваня. 50 лет суверенитет над Тайванем был у Японии. Никогда фактически суверенитет Китайской Народной Республики, хотя он декларируется, но по факту никогда, согласно никаким нормам, над Тайванем он не был установлен, в этом и есть юридическая коллизия. И фактически мы понимаем, что на Тайване существует Китайская Республика, это нынешнее название того государственного строя, который находится на Тайване. И его признают порядка 2 десятков государств в Южной Америке, странах Океании и Африки. То есть это такое полупризнанное образование, но коллизия состоит в том, что Китайской Народной Республики фактически нету прав на суверенитет, кроме как если в случае установления там суверенитета над Тайванем военным путем или мирным, произойдет определенное фактически признание уже контроля Китайской Народной Республики над островом. Вот этот момент контроля над островом со стороны Японии мало кому известен. То есть фактически, что такое Тайвань с точки зрения этнокультурного политического статуса. Во многом это все-таки влияние Японии там гораздо больше. И фактически в случае денонсации итогов Второй мировой войны Тайвань он вернется в сторону Японской империи. Это та страна, которая фактически реально владела этим суверенитетом по договоренности по итогам Китайско-японской войны 1695 года с династией Цин. У Китайской Народной Республики очень шаткие права на суверенитет Тайваня, но мы отдельно к этому вернемся. Суверенитет, такие же шаткие права у Китайской Народной Республики были в отношении Гонконга, это не стало проблемой, препятствием к его возвращению в 1997 году. То есть это, в принципе, решается, но это решается консенсусом мирового характера. В дальнейшем Тайвань существует сейчас с 1949 года как Китайская Республика. До 1979 года, в течение 30 лет, эта страна была в ООН, и она признавалась как реальным Китаем, а Китайская Республика не признавалась много кем, об этом, опять же, уже есть целый пост, она получала признание постепенно. И до 1979 года это полноценное государство с членством в ООН и представляющее весь Китай. Но с своей стороны, в то время, соответственно, Тайваньская Республика, Китайская Республика претендовала на всю территорию Китая. Считается, что это временная зона нахождения, часть политической элиты, очень важно подчеркнуть, Тайвань считает, что временная зона нахождения китайского правительства, истинного китайского правительства. И важный момент, часть уже не считает, хочет признания Тайваня как независимого государства. Важный момент – это экономическое положение Тайваня. Тайвань – это не обычное азиатское государство, это фактически по уровню жизни европейская страна Восточной Азии. То есть по ВВП на душу населения Тайвань – это 22 место в мире. Ну, например, Италия – это 32 место в мире. То есть Тайвань на треть лучше живет, чем в Италии. И фактически уровень жизни равен уровню жизни Великобритании, Германии и Франции. То есть это фактически как европейская развитая страна на Восточной Азии. Это очень важно, это надо учитывать при оценке возможного фактора сопротивления военному вторжению со стороны населения Тайваня. Будет ли тайваньское население рисковать собственной жизнью, бизнесом и так далее в случае этого вторжения, это очень важный фактор. На Тайвань очень важный фактор приходится по китайским оценкам, это китайские оценки, 94% всех производственных цепочек мирового производства микрочипов. То есть Тайвань – это сердце мировой электронной промышленности.
Конечно, это тоже очень сильно влияет на отношения материка Китая и Китая с США. И после ухудшения, соответственно, уже еще в марте этого года, после того, как было понятно, что высшее военно-политическое руководство Китая приняло решение о проведении военной операции, когда такие данные были получены западными лидерами, было принято решение о начале создания собственной базы электронной промышленности в Евросоюзе и в США и, возможно, переносе части мощностей из Тайваня. Однако о переносе никто не говорил, но возник очень резкий дефицит именно с этого времени микрочипов в этой зоне. Это то, что нужно знать о Тайване. При этом нужно понимать, что элита тайваньская очень специфичная. Она делится на очень две четкие, ярко выраженные группы. Первая – это беженцы, так называемые, с материка. Их презрительно на Тайвань называют вайшанжан, то есть это извне приехавшие, из других провинций приехавшие люди. Но на самом деле это те, кто бежал, элита Гоминдана, презрительное название советского востоковедения, это на самом деле переводится как национальная партия, была коммунистическая, есть национальная партия Гоминдан. Это элита Китая, национальная партия, которая ушла на Тайвань вместе с вооружением, вместе с всей музей, запретный город, императорские ценности Гугун были полностью вывезены в тайваньский Гугун. Вся элита, вся интеллектуальная элита, значительная часть вооруженной военной элиты, то есть это белая кость, белая миграция в наших терминах, уехала на Тайвань, основала там свое государство, и их соотношение на острове порядка 10-20%. Да? Они до сих пор формируют очень мощный пласт политической, военной, экономической, научной элиты, гуманитарной Тайвань. Другая элита, которая стала формироваться и было население, коренное население острова. То есть это две большие группы. Это диалектная группа Миннань, люди, которые говорят на том же диалекте, которым говорит провинция Фудзянь, находящаяся на другую сторону от Тайваньского пролива. И это Хака. Это Хака, это Кхэдя, это отдельный субэтнос китайский, о котором тоже очень много пишу в своей книге, который тоже значительную часть элиты китайской на элиты тайваньской формирует. Например, нынешний президент Тайваня, сторонник Демократической партии США, Цай Инвэнь, это Хака. И таких выходцев из Хака очень много в Юго-Восточной Азии. Столица Хака – это Сингапур. То есть это такая интернациональная, глобальная китайская элита, которая разбросана по всему Китаю, по всей Юго-Восточной Азии, по Тайваню, по всему миру. Вот такие три большие группы. И это базовая такая информация, которую надо знать о Тайване. Зачем китайцам нужен Тайвань, если это никогда не было, по большому счету, территорией Китайской Народной Республики? Почему они так хотят вернуть Тайвань? Почему они не хотят вернуть республику Тува, которая находилась формально в составе Цинской империи, или Монголию и так далее? Да, почему именно Тайвань? Тайвань находится в 100-200 километрах, это зависит от береговой линии, от важнейших производственных центров Китая. Фактически, если Соединенные Штаты завтра разместят ракеты средней или даже не средней, а близкой дальности на Тайване, в зоне поражения, в том числе ядерного оружия, оказывается 90% ВВП Китая, примерно 50-60% его населения, такие города как Шанхай, Ханчжоу, Нанкин, Нинбо, Фучжоу, Сямэнь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, все находится в зоне поражения действия этих ракет. То есть это опасность такая же, как в случае вхождения Украины в состав НАТО, в членство НАТО и размещение таких ракет в Харькове, например. То есть они будут также угрожать. Это красная линия для России, это красная линия для Китая. И эту красную кнопку в случае США всегда сохраняет такую опцию разместить там свои войска. Причем ядерные вооруженные силы и так далее. Это первый момент. Второй момент, который надо учитывать, что Тайвань – это Тайваньский пролив, это акватория вокруг этого острова. Остров находится между крупнейшими экономиками Восточной Азии. Это Япония, Южная Корея, Китай. И к югу, соответственно, это вся Юго-Восточная Азия, огромная экономика Юго-Восточной Азии. Третьего по величине, а иногда первого, бывает первый, второй, третий, в зависимости от объема торговли, одного из трех крупнейших торговых партнеров Китайской Народной Республики. Что такое Тайваньский пролив, и что такое акватория, и что такое воздушное пространство над Тайванем? Это почти 100% торгового трафика из Восточной Азии в Европу и Соединенные Штаты.
То есть в случае контроля возникновения проблем с Тайваньским проливом, в случае попытки США перейти от политики сдерживания к политике прямой конфронтации с Китаем, это возможно, это на повестке дня. Все пока развивается по этому сценарию. США прибегнет к морскому эмбарго, блокаде Китая. Ну и основной базой для такой блокады станет Тайвань. С другой стороны, в случае контроля Китая над Тайванем, Китай фактически контролирует все торговые и воздушные потоки Восточной Азии. То есть от присоединения Тайваня к контролю над Восточной Азией один шаг. Без всякой войны с Японией, без конфронтации с Южной Кореей, в лучших стратегиях китайских способов ведения войны. Да, то есть победить не воюя, поставить под контроль Тайвань, поставить под контроль все торговые потоки, в том числе из Юго-Восточной Азии в Японию, Южную Корею, Восточной Азии под собственный контроль. Вот это то, чего добивается Китай. И поэтому вот эта страна, у которой фактически очень большие проблемы с китайским, с доказательством китайского суверенитета над этой территорией, тем не менее, все-таки Китай пытается эту проблему решить в свою пользу. Важный момент по поводу Китая – это идеологический момент. Он тоже очень хорошо описан в книге. Китай настаивает на том, что не должно быть нескольких Китаев. На самом деле мы понимаем, что в мире существует 5 китайских государств, а не одно. Китайская Народная Республика, особый административный район Гонконг, Сянган, особый административный район Макао, Аомэнь, Тайвань и город Сингапур, который на 93% состоит из населения бывшего Китая. Бывших китайцев не бывает, это китайцы, которые отказались от своего, скажем так, принадлежности к Китаю. Город носит индийское название, город Львов. Это фактически созданный в Великобритании большой хаб Юго-Восточной Азии всех зарубежных китайских общин. И в нем проживает, конечно, 60% это Хакка, немножко Чаоджоу и так далее. То есть в регионе Юго-Восточной Азии несколько Китаев. И Китай стремится поставить под свой контроль все государственные образования, имеющие в своем ядре китайский этнос. Почему? Потому что существует в самом Китае, в Южном Китае, в особенности в Южном Китае, хотя не только в нем, сильные диалектные различия, субэтнические различия между группами, в том числе в провинции Гуандун, Фудзянь, Хунань и других провинциях, очень сильно отличающиеся от северной нормы произношения. В случае усиления децентрализационных тенденций в отношении Гонконга, в отношении Тайваня, объявлением Тайванем смены Конституции, изменения его названия на Тайваньскую республику, вхождение в ООН как отдельного государства, становится вопрос о целостности самого Китая. То есть это идеологический момент. Ну и есть более такой подуровневый, более низкого значения идеологический момент, хотя он тоже очень сильный фактор. Это постоянное сравнение населения жизни в Китае, в самом, и на острове Тайвань, где, вы сами понимаете, в Китае только что формально преодолел бедность, а на Тайване люди живут лучше, чем в Италии. И, конечно, любой рядовой китаец сравнивает свою жизнь, свой политический строй. Конечно, ему приходят разные мысли о том, где бы лучше ему жилось. Это нужно все понимать. И надо понимать, что в случае присоединения Тайваня, это важнейший, кстати говоря, уже еще один аспект, почему Китаю так важен Тайвань. В случае присоединения Тайваня США становятся державой номер 2, которые не смогли ничего противопоставить возрастающей мощи Китая. То есть для Китая это очень важный сакральный шаг по установлению, первый шаг к установлению своей мировой гегемонии, окончательному контролю над Восточной Азией. То есть от присоединения Тайваня до мирового господства полшага. И после присоединения Тайваня Китай номинально становится на одну планку с США. Всем известно, что в истории мировой дипломатии, что чтобы стать великой державой, надо победить другую великую державу. Например, как Россия формально победила Швецию в рамках Северной войны. Здесь работает точно такой же принцип. После этого весь мир, все и инфраструктурные, финансовые, культурные и другие аспекты начинают уже взаимодействовать, работать на китайское, скажем, глобальное доминирование уже совершенно по-другому после присоединения Тайваня. Это очевидно. И после этого начинается окончательное сколачивание вокруг Китая
пояса государств, которые являются фактически, занимают позицию ближе к нему, чем к Соединенным Штатам, то есть фактически подтверждает тезис о его мировой гегемонии. Это такие очень поверхностные, но очень значимые факторы. И очень важно понимать, что Китай, конечно, ставил после Тяньаньмэнь, после прихода шанхайской группы к власти, это западная тоже группа, как и комсомол, прозападная группа. В Китае произошла либеральная революция, фактически в 1989 году, в 1993 году она окончательно оформилась. Фактически Китай идет нога в ногу с Российской Федерацией. Был определенный, хотя и были трения, был определенный консенсус по возвращению Тайваня. В Китае была принята стратегия мирного возвращения согласно консенсусу 1992 года. Так и называется консенсус 1992 года. С чем это связано? Это связано с тем, что в самом Китае пришли по факту люди, очень близкие национальной партии. Шанхайская группа, если вы читали мою книгу, она очень тесно историческим связям связана с Гоминьданом, Чжоу Энлай и другие лидеры. Это шанхайская группа. Фактически и по двум сторонам Тайваньского пролива пришли одинаковые идеологические силы, связанные в том числе и клановой какой-то определенной связанностью. То есть восторжествовал консенсус 1992 года. Зачем воевать, если мы, в принципе, люди одного и того же типа, обе националистические, правонационалистические группы. Зачем воевать, если можно осуществить мирную интеграцию? И действительно пошла очень быстрая мирная интеграция. Сейчас товарооборот Тайваня является 600 миллиардов долларов. Общий товарооборот, кстати, он равен российскому примерно. 200 миллиардов приходится на Китай. То есть это очень существенная величина. Треть всего товарооборота Тайваня приходится на Китай. Две группы остановили очень тесные связи в рамках этого консенсуса, но не всем это нравилось. Как раз в период либерализации Демократическая партия США, я думаю, что не без ее участия, с ее активным участием появилась Демократическая прогрессивная партия Тайваня, ДПП. Формально зеленый их цвет, если у нацпартии синий цвет, они зеленые. Соответственно, гражданские права, защита коренного населения Тайваня. Я хочу напомнить, что когда военные части Гоминьдана нацпартии пришли на Тайвань, не всем это понравилось. Фактически контроль на острове была установлена военная диктатура, и проявились такие явления, как белый террор. То есть части национальной партии, вся армия состояла из национальной партии, она сейчас до сих пор состоит из элиты национальной партии, они фактически практиковали террор в отношении местных жителей Миннани Хака. Естественно, местные жители в конце 80-х годов не без поддержки Соединенных Штатов США провели фактически свое признание политическое. Партия поддержки гражданских свобод, Демократическая партия Тайваня, появилась в 1986 году, если мне память не изменяет, и постепенно начала при поддержке Демократической партии США. Билл Клинтон в 1992 году заступил на пост. Соответственно, в 1993 начала набирать обороты и очень сильно усилилась к 2000 годам. Идея этой партии в том, что нет никакого китайского государства, есть тайваньское государство, нет никакого китайской республики, есть тайваньская республика. И в 2000 году мэр столицы, удалось выиграть выборы в столице, выиграл выборы в столице Чэнь Шуйбянь. И в 2000 году, соответственно, Чэнь Шуйбянь стал президентом Тайваньской республики. Это вызвало просто массу негодования в континентальном Китае. Чэнь Шуйбянь фактически говорил о том, что пришел 4-й период существования Китайской республики, это создание Тайваньской республики. То есть с местом в ООН, никакой интеграции, которая, кстати, наметилась в 1992 году. И вот с тех пор начали называть тайваньцев, которые фактически существовали в независимом государстве, сепаратистами. У людей, далеких от этого дискурса, вызывает некий когнитивный диссонанс. Какие мы сепаратисты, если мы находимся уже в независимом государстве? Как раз ДПП, Демократическая прогрессивная партия, называется националистами. У них очень тесная связь с Демократической партией США, которая сейчас находится у власти. Достаточно привести факт, что впервые с 1979 года на инаугурации президента США Джозефа Байдена
присутствовал представитель Тайваня. Такого раньше не было, но у них очень тесные связи, и мы понимаем, что, конечно, это старший брат для ДПП, это Демпартия, и Байден фактически очень тесно сотрудничает, гораздо теснее, чем Трамп. То есть он будет поддерживать ДПП всячески в ее политическом каком-то активизме и так далее. И в том числе в создании независимого Тайваня, Тайваньской республики вместо Китайской республики. Трамп такой поддержки, конечно, тайваньцам не оказывал, и мы понимаем, что при Трампе возможность военной операции была ниже, чем при Байдене. Но важный момент. В 2008 году Чен Шуйбянь уходит от власти. И что самое интересное, что важно для нынешнего президента Тайваня, это тоже представитель ДПП, Цай Инвэнь Хака, женщина, президент Тайваня. Очень важный момент для нее, который будет в дальнейшем, мы это обсудим, будет влиять на ее систему принятия решений. Когда Чен Шуйбянь уходит от власти в мае 2008 года, не проходит и полугода, когда разворачивается уголовное дело против Чен Шуйбяня, президента Тайваня, и ему и его жене дают 20 лет тюремного заключения против президента. Выигрывает снова нацпартия выборы. Кандидат от нацпартии Ма Индзю, да, кстати, родился в Гонконге, был переводчиком Дзянзинго. Прислали из Гонконга прямо на остров человека. Так вот, Ма Индзю, когда приходит к власти, представитель национальной партии, бывшего лидера фактически сажает в тюрьму на 20 лет. Он, правда, по состоянию здоровья в 2015 году выходит из камеры, но вот его жена продолжает сидеть. Естественно, им предъявляют превышение служебных полномочий, продажа постов, коррупция, отмывание денег, там весь набор. Но вы должны обратить внимание на непримиримую борьбу между этими партиями. Что сделают с Цай Инвэнь, когда она придет к власти, когда она уйдет от власти? У нее сейчас заканчивается второй срок, соответственно, правления. В 2024 году она должна уйти от власти. Ну, я думаю, что здесь очевидно, что с ней сделают, соответственно, хотел сказать, тайваньские республиканцы, тайваньские националисты. Конечно, они ее посадят в тюрьму. Это вероятность почти 100%. То есть у нее второй срок заканчивается. Если националисты китайские приходят к власти, и она их не делает вне закона, не начинаются какие-то боевые действия и так далее, то есть почти 100%, что она сядет в тюрьму. И если она куда-то эмигрирует, то есть возможность запросить ее, экстрадировать и так далее, и снова посадить в тюрьму. Это очень важный момент, и мы должны понимать, что здесь еще и вот эта вот история очень сильного противостояния между ДПП и нацпартией очень сильно вклинивается в этот расклад. Что касается военной стратегии, вот тема очень длинная, большая, но поскольку это реально очень большой конфликт, и конфликт не так далеко, кстати говоря, от нашего Дальнего Востока, и поскольку у нас с Китаем установлены определенные партнерские отношения, потому что в военной сфере это нужно понимать. Что касается военной стратегии Китая, НОАК в отношении Тайваня. Очень многие думают, и вот обычные военные эксперты, они сравнивают две чаши весов. На одной чаше весов китайские субмарины, на другой чаше весов американские субмарины, или там американские тайваньские, американские японские. То есть они сравнивают вот чисто в таком абсолютном выражении вооруженные силы. Но Китай не идет использованием вооруженных сил в отношении Тайваня. Вооруженные силы, я многократно об этом говорил и здесь, и на других, соответственно, выступлениях, в рамках других выступлений, вооруженные силы Тайваня, Китая, в том числе его новые авианосцы, они созданы для того, чтобы предотвратить вмешательство внешних сил в тайваньские события. Какие? Мы сейчас об этом поговорим. Когда начнется тайваньские события, вооруженные силы Китая должны просто предотвратить вмешательство Южной Кореи, Японии, Филиппин и Австралии в тайваньскую операцию. То есть все авианосцы, которые сейчас создаются, они делаются для того, чтобы сделать вмешательство вооруженных сил, принести им непоправимый ущерб, то есть предотвратить, не допустить начала боевых действий регулярных армий. Ну и вопрос о стратегии китайской армии. Сухопутная составляющая сокращается с момента прихода к власти Си Цзиньпина и наращиваются военно-морские силы. В 2017 году был спущен бывший крейсер, авианесущий крейсер «Варяг», который китайцы купили благополучно у Великой Украины. Значит, в декабре 2019 года был спущен
Варяг переименовали в Ляонин, это провинция китайская. Значит, в 2019 году был спущен еще один авианосец. 2 года – это очень маленький короткий срок между двумя авианосцами. Шаньдун – это еще одна провинция крупная, значит, китайская. И сейчас на стапелях в Шанхае строится и третий авианосец. Я не знаю, как его назовут, но может быть Шанхай. Так как-нибудь. В общем, суть в том, что, условный Шанхай, да, он не Шанхай называется, по-другому. И мы ждем его спуска на воду вот сейчас. Да, конечно, все ожидали, что он на столетие КНР спустится, но может быть в 2022 году. Да. И эти 3 авианосца, они блокируют, во-первых, действия военно-морского флота США, не дает ему так активно действовать и малых стран, малых союзников США, Японии, Кореи. Но никакого боевого столкновения, которое может привести потом к ядерному конфликту, не предполагается. Что предполагается реально? Предполагается, что попытка провести конституционные изменения на Тайване приведет к конституционному кризису на Тайване. Часть элиты тайваньской, которая сосредоточена в национальной партии Гоминьдан, объявит правящего президента Цай Инвэнь незаконным. Законным будет признана предыдущая конституция. Альтернативное правительство захватит власть на местах, в частности в столице Тайбэе, в Тайчжуне, в Гаосюне, соответственно, Тайнане и других городах. Они очень сильны, их присутствие там. И вся операция против Тайваня будет вестись при поддержке нерегулярных вооруженных сил Китая, которые существуют с момента прихода к власти Си Цзиньпина в виде так называемых, я придумал название, синие человечки, синяя армия. Об этом много пишут японские СМИ, тайваньские СМИ, гонконгские СМИ и так далее. У нас этого никто ничего не пишет об этом. Это фактически обученные военнослужащие вооруженной народной полиции, которая подчинена береговая охрана, они входят в ее состав. И эти добровольцы, они, соответственно, организуют блокаду острова, который является островом. Мы должны не забывать, что Тайвань – это остров, который не может жить без ввозного продовольствия, без ввозного еды и прочих комплектующих. То есть достаточно организовать блокаду острова, чтобы он в какой-то момент сдался. Это роль вот этой армии, соответственно, синих людей, синей армии. Я ее называю так. Я думаю, что в переиздании книги, которая появится ближе к январю, соответственно, к Новому году, это будет отдельная глава включена про синюю армию, про воссоединение с Тайванем. То есть эти вооруженные силы, парамилитарное образование, китайские вежливые люди, фактически обученные к боевым действиям, многократно уже прошедшие школу столкновений в Южно-Китайском море с войсками, с береговой охраной Малайзии, Филиппин и так далее, блокируют поставки тем частям тайваньских вооруженных сил, которые будут осуществляться страны Запада. Важный момент, который надо подчеркнуть, как я уже говорил, большая часть, соответственно, вооруженных сил состоит из элиты нацпартии Гоминьдана, которая стремится к воссоединению с Китаем. И об этом говорит факт того, что в 2015 году впервые лидер Китая, лидер Тайваня, тогда это был кандидат от нацпартии на президент, Ма Ин-дзю, встретились в Сингапуре и пожали друг другу руки. То есть это был жест, как первый шаг перед объединением. В рамках китайской системы Иго-Лянджи. Это система «одна страна, одна государство, две системы». Она действует в отношении Гонконга, в отношении Макао. И эти люди, которые составляют костяк вооруженных сил Тайваня, вряд ли станут на сторону ДПП. Конечно, говорить о том, что ДПП не поддерживает никакие вооруженные силы, никакие силовики, это неправда. Но их поддерживает меньшая часть силового блока Тайваня. Почему именно стратегия Си Цзиньпина направлена на использование гибридных войск? Ответ на поверхности. Никто не хочет ядерной войны, а Тайвань возвращать надо. Само понятие, то, с чем пришел Си Цзиньпин во власть в 2012 году, в ноябре, сразу после избрания генсеком, он объявил о стратегии или своем девизе правления, если выражаться языком императорского Китая, великого возрождения китайской нации. Да? Что такое китайская нация? Почему не великое возрождение Китая? Почему не великое возрождение китайского народа? Китайская нация – это собирательный термин, который одинаково приемлем как для
жителей материкового Китая, так и для тайваньцев. То есть основной лозунг политический правления Си Цзиньпина направлен на воссоединение с Тайванем. Об этом я очень много говорил. Его прошлое, где он карьеру свою строил напротив Тайваня, фактически 17 лет находился и руководил этим военным округом как политический руководитель партийный этого военного округа. Ну и, наверное, стоит упомянуть, что почему внутренняя политика очень важна в изучении Китая, его геополитических построений, почему именно с внутренней политикой связана его дальнейшая работа на геополитическом пространстве. Перед изменением в Конституцию, когда Си Цзиньпин фактически пролоббировал себе бессрочное правление в 2018 году, параллельно с этим шаг в шаг шла реформа, очень масштабная реформа вооруженных сил Китайской Народной Республики. Что произошло? Ну, помимо там технических всяких разных вопросов, там формирование новых родов войск и так далее. 1 января 2018 года Си Цзиньпин подчинил себе китайскую гвардию, в кавычках, естественно, называется Вооруженная народная полиция. До этого, с 1994 года по 2018 год, вооруженная полиция, силами которой, кстати говоря, и будет осуществляться вот эта операция, она была подчинена правительству КНР, Госсовету КНР, ну или говорить, если конкретно лично, Ли Кэцяну. В рамках она была структурой Госсовета, в рамках Министерства общественной безопасности. Ли Кэцян, первый секретарь комсомола, глава Министерства общественной безопасности Джао Кэджи, глава обкома комсомола Шаньдуна. Про комсомол отдельно много сказано, про американская оппозиция в Китае, если быть совсем коротко, системная, проамериканские силы, которые выступают за консенсус Демократической партии США. 1 января 2018 года, перед изменением, соответственно, Конституции, что было сделано? Переподчинена китайская гвардия лично Си Цзиньпину. Она входит теперь, подчиняется непосредственно руководителю Центрального военного комитета, председателем которого является в партийном и государственном аппарате Си Цзиньпин, и находится в его руках. Второй момент, который произошел с реформой вооруженных сил. Мы понимаем, что синяя армия будет действовать фактически в инфраструктуре береговой охраны. Да, и китайская береговая охрана законодательно получила право вести огонь на поражение для нарушителей границ. Японская тоже в 2021 году, в этом году. Береговая охрана была переподчинена из структуры МОП тоже в эти годы, одновременно с переподчинением вооруженной народной полиции. Раньше она подчинялась полиции, теперь она переподчинена вооруженной народной полиции. Теперь, внимание, кадровый вопрос. Народной вооруженной полицией руководит Ван Чхунин. Да, нигде вы его в российской сети не встретите. Это такая фигура равная руководителю Российской гвардии. Значит, кто этот человек? Ну, во-первых, он выходец из Восточной боевой зоны, да, то есть бывший Нанкинский военный округ. Это, мало ли там выходцев из этой Восточной боевой зоны. Это как Западный военный округ, один из ведущих военных округов. Его основная задача – это тайваньская операция. Это может быть просто совпадение. Но он также был командующим, соответственно, Восточным флотом, который должен проводить, соответственно, эту операцию. То есть командующий Восточным флотом, который знает всю вот эту специфику изнутри, он является теперь руководителем Народной вооруженной полиции. Странно, да, для сухопутного образования. Может быть, это просто совпадение. Кстати говоря, он еще и был одним из руководителей пекинского гарнизона. То есть непосредственно человек, отвечающий за безопасность Си Цзиньпина, его политическую безопасность в случае массовых каких-то волнений, ввода войск в Пекин и так далее. Это может быть совпадение. Мало ли, тут мы придумаем каких-то синюю армию, хотя не только мы, наверное, еще и Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг. Есть еще такой руководитель береговой охраны. Да, китайский новый руководитель береговой охраны с 2018 года Ван Джунсхай. Про него вы точно ничего не найдете в российском интернете. В китайском интернете, конечно, информация о нем есть. И опять же, по какому-то совпадению, это будет, кстати, все подробно в новой книге, это бывший руководитель береговой охраны города Сямэнь, в котором Си Цзиньпин был мэром, это является основная база руководства тайваньской операции. Такие два совпадения. Наверное, опять мы что-то придумываем. Но они уже с 2018 года, фактически совпадения эти очень активно, и готовятся к вооруженной операции в отношении Тайваня, о которой многие эксперты заявляют только сегодня, после уже того, как тайваньский министр обороны сказал, что она будет.
Что важно в этом всем моменте? Значит, многие говорят, что да как же так, Тайвань не примет Китайскую Народно-освободительную армию Китая. Это невозможно, будут какие-то уличные бои и так далее. Давайте не будем голословными, не будем, значит, абстрактными рассуждениями довольствоваться. Есть конкретный пример Гонконга. Фактически Си Цзиньпин своей реформой законодательства Гонконга, законом о безопасности, фактически присоединил Гонконг досрочно в 2020 году к Китайской Народной Республике против ожиданий 2047 года. Что произошло? Принят был закон. Закон позволяет квалификационной комиссии китайского парламента, которым руководит, кстати, вообще человек, руководитель партийной МИДа почему-то. Так вот, он позволил этой квалификационной комиссии китайского парламента менять парламентариев Гонконга. После принятия этого закона в Гонконг, по неофициальным данным, было введено 20 тысяч человек, опять той же пресловутой вооруженной народной полиции. Протесты прекратились, зачинщики были посажены в тюрьму, независимые медиа закрыты, Гонконг благоденствует. Почему, если это произошло в 7-миллионном Гонконге, это не может произойти в 24-миллионном Тайване, который живет примерно так же, как Гонконг, ну, может, чуть-чуть похуже, чуть-чуть получше, но это как на уровне развитых европейских стран. Кто там будет протестовать? Никого. То есть в случае установления военной диктатуры, временной военной диктатуры, контроля военных, кстати, это уже было при белом терроре, вероятность протестов очень низкая. Теперь пару слов еще о, соответственно, военном аспекте этой операции. Много ли будет жертв? Но это не настолько важно в случае аспекта. Вот, кстати говоря, о аспектах важности присоединения Гонконга я не сказал очень важный аспект. Это важно как патриотическая пилюля, таблетка для вхождения на третий срок. Для Си Цзиньпина, об этом я в прошлом ролике говорил. Но количество жертв в данном случае это не важно. Сколько будет жертв, вы о них узнаете через несколько лет, когда данные будут опубликованы. И возможно, что жертв будет очень много. В 2018 году во время реформы Госсовета КНР правительство появилось отдельное министерство. Даже не служба, не управление, не отдел, а министерство по делам военных пенсионеров. То есть предполагается, что людей, которые закончат свою службу в вооруженных силах, будет настолько много, что нужно целое министерство для того, чтобы этим вопросом заниматься. Тоже в 2018 году было создано после начала второго срока Си Цзиньпина. То есть это долгосрочная стратегия Си Цзиньпина, она реализуется. Количество жертв может быть любое. И очень много мы говорим про гибридную операцию. Китай – это исторический лидер по гибридным операциям. Вспомним войну в Корее, самый крупный вооруженный конфликт, в котором участвовала Китайская Народно-освободительная армия Китая. До 1 миллиона китайских добровольцев, фактически это военнослужащие НОАК, без всякого интернета, без спутникового покрытия, без вооруженных средств современной борьбы, воевали с американцами и с южными корейцами. И фактически отстояли половину Кореи. То есть у Китая есть огромный опыт проведения гибридных войн масштаба, которым, ну вот вопросы там условно Восточной Украины, мягко говоря, рядом не стояли. От такого объема у Китая есть возможности по проведению таких операций. Вопрос важный стоит. Как Запад пытается... Запад, высшее политическое руководство прекрасно понимает, к чему все идет. К утере мирового лидерства, ну и первый шаг это Тайвань. Запад понимает это и пытается предотвратить этот конфликт в зародыше. Каким образом? Ну, в первую очередь Европейский Союз и Соединенные Штаты пытаются добиться признания Тайваня в качестве отдельного субъекта международных организаций. Заключают с ним различные договоры, особенно в 2021 году. Пытаются его протащить в Всемирную организацию здравоохранения. То есть создают почву, которая подготавливает признание Тайваня как независимого государства. Почему это важно? Тот аспект, о котором я не сказал, почему Соединенные Штаты не вмешаются в эту игру открыто. Потому что Соединенные Штаты признают политику одного Китая. Нету фактически юридического признания Тайваня в качестве независимого государства. Нет возможности признать факт агрессии в отношении государства, потому что его не существует.
для большинства мировых игроков. То есть он существует только в реальности африканских государств, государств Океании и так далее. И вот здесь вот идет очень большая дипломатическая работа для того, чтобы хотя бы частично по линии ряда организаций признать Тайвань. Понятно, что эта работа срывается. Ну, что такое ВОЗ? Это все-таки не статус независимого государства и так далее. Транстихоокеанское партнерство, тот же самый вопрос. Вступить туда Тайвань, если у него получится права такого независимого субъекта, то есть формальное присутствие Тайваня там говорит о том, что это независимое государство. Поэтому очень резко против этого выступает Китай. И второй момент. Мы понимаем, что эта тема не срабатывает, что у Тайваня мало шансов стать таким независимым государством при такой формальной, значит, косвенной поддержке. Пусть бы там даже в Евросоюзе Литва очень сильно не старалась его признать. Дальше дело о офисе Тайваня в Вильнюсе не доходит. Уже сами американские СМИ, Wall Street Journal, говорит о том, что на Тайване находится вооруженный контингент американцев, несколько тысяч человек. Очень странно, да? Зачем сами американцы себя изобличают о том, что они находятся на территории с сомнительным суверенитетом, с сомнительным юридическим статусом? Очень просто. Тайвань, США прямо говорит Китаю, что на Тайване находятся наши войска. Если вы начнете операцию, кого-то из них можете убить и так далее. И это очень сильно затруднит. Но у Китая есть такой уже опыт завоевания Китая в присутствии американских войск. Он подробно написан в моей книге. Фактически это было противостояние Китая и Советского Союза и Соединенных Штатов за Китай. То есть переросла Вторая мировая война на войну за Китай, уже между СССР и Соединенными Штатами. И китайцы очень успешно занимали территории, обходили и не трогали американских солдат. Погибло их порядка 16 человек, может 100 раненых. Но это уже пройденный этап китайской истории. Они знают, как захватывать территорию, особенно свою, даже если там находятся американские солдаты. То есть средства Запада по сдерживанию Китая очень ограничены. AUKUS — это уже фактически угроза ядерной войны. Но мы понимаем, что к этому дело не пойдет, особенно когда вот последняя история, случай, когда подводная лодка Китая в Южно-Китайском море столкнулась с чем-то. У них что там, эхолот не работает, что ли, или что? Столкнулась и просто всплыла и поплыла на Гуам. Китайцы показывают, что они могут эту ситуацию предотвратить. В том числе и участие американского подводного флота в этой операции. Уже речь идет о реально начавшейся гибридной войне в отношении Тайваня. Это вот события с подводной лодкой об этом очень ярко говорят. Важный момент. Кроме того, что вот нас недооценивают армию Тайваня. На самом деле Тайвань — это такой Израиль, находящийся в Восточной Азии. Прям полная аналогия, калька, такая осажденная крепость, вступившая в конфронтацию с определенным, словно крупным соседом или соседями, снабжая американцами вооруженным оружием, материально-технической поддержкой и так далее. И 200 тысяч реально военнослужащих тайваньской армии и порядка 2 миллионов резервистов. И сейчас еще новое распоряжение Министерства обороны не отпускать резервистов после начала службы, интегрировать их в регулярные войска. То есть речь идет о мобилизации, частичной мобилизации тайваньской армии. Но кроме того, что вот мы когда говорим о вторжении китайцев, мы должны понимать, что в случае начала гибридной операции по поддержке, кстати, конституционного строя Республики Китай, при действии вот этой синей армии, сколько реально процентов от нынешней тайваньской армии поднимется в воздух, сколько выйдет в море и так далее. Если большая часть из них — это элита национальной партии, которая заинтересована в интеграции с Китаем, то частично только порядка трети тайваньской армии попытается вступить в бой. Далее, над Тайваньским проливом регулярно случаются такие вещи, как 2 истребителя тайваньской армии врезали друг друга, они теряют управление. В соседнем с Тайванем городе Сямэнь, о котором я уже сказал, находится центр электромагнитных войск, так называемых китайских базах по применению этого оружия, соответственно, электронной борьбы и так далее. То есть, а также, возможно, и кибератаки. Из, в принципе, нормальной, мощной армии Тайваня, достаточно крепкой,
в воздух поднимется, дай бог, 10 истребителей, выйдет 10% авиации, 10% кораблей. И когда эти корабли поймут, что они в очень гордом одиночестве, ни один тайванец не будет участвовать в этой операции по защите острова. То есть надо это реально оценивать, что эти вооруженные силы, они окажутся в очень ограниченном количестве, которые реально будут готовы что-то защищать. На что они будут действия их направлены? Скорее всего, администрация Тайваня предпримет попытку эвакуации, чтобы создать правительство в изгнании. То есть появится такое альтернативное китайское правительство, поддерживаемое США. Возможно, они откочуют в Австралию. Вариантов масса, куда они могут откочевать. И вот эти вооруженные силы, скорее всего, будут участвовать в операции прикрытия этой эвакуации. Не зря в мае 2021 года на Тайвань приехали близкие сторонники Байдена, в том числе сенатор Армитидж, который руководил в свое время эвакуацией войск Южного Вьетнама, из Вьетнама. То есть это реальный сценарий для Тайваня сейчас. Важный момент, который мы здесь не отметили, о котором я очень много говорю, в благосфере среди публичных экспертов с дипломами, комментаторов, которые комментируют события, фигурирует такой тезис о том, что есть некий торг между Соединенными Штатами и Китаем за будущее Тайваня. Я думаю, что торга никакого нету. Я думаю, что речь идет о том, что Китай всеми силами, в том числе и запуском баллистических ракет, проблемы с американской подводной лодкой и прочим, показывает Соединенным Штатам свою позицию недопущения применения регулярной армии в тайваньском конфликте. Вот и все. Речи о том, что сдать Тайвань, может быть, не сдать его, речи об этом не идет. Речь идет о том, что Китай говорит, что мы будем возвращать Тайвань всеми возможными способами, возможно, мирным, когда вы откреститесь от нынешней администрации Цай Инвэнь, возможно, произойдет мирно, но мы не дадим вмешаться вашим, соответственно, вооруженным силам в эту операцию. И коллизия этого процесса состоит в том, противоречие этого процесса состоит в том, что мы, как уже я сказал, понимаем, что в 2024 году последний срок правления кандидата ДПП, президента Демократической прогрессивной партии Тайвань Цай Инвэнь, заканчивается. В 2024 году у нее нет никакого выбора, ее, скорее всего, посадят в тюрьму, потому что конфликт между Гоминданом с партией и ДПП очень серьезный. И следующие 4-8 лет, то есть 2028-2032 годы, в случае мирного разрешения нынешней ситуации, фактически на Тайване придет к власти национальная партия, которая фактически завершит процесс интеграции с материком. Это означает для Соединенных Штатов позицию неизбежного поражения в Тайване, то есть неизбежной потери этого Тайваня. И причем, если это произойдет мирно, то никакой изоляции Пекина не получится. Пекин фактически мирно присоединит Тайвань. Это будет сигнал всему миру, что без всякой войны Китай осуществил это все. И для США это неприемлемо. То есть мы понимаем, что вовсе начинать вооруженную операцию против Китая будет вовсе не против Тайваня, вовсе не Китай. Китай – это страна, которая реагирует, это страна, которая готова мирно присоединить этот остров в случае после победы в 2024 году кандидата в национальной партии, кандидата в воссоединение с материком. И Китай готов реагировать на то, что нынешняя администрация Тайваня, ДПП, предпримет отчаянные попытки скажем так, для того, чтобы сорвать это по наускиванию, естественно, своих хозяев, сорвать этот процесс и, соответственно, дать повод Соединенным Штатам объявить Китай агрессором, объявить Китай, соответственно, попытаться вывести его из ООН, из Совета Безопасности ООН и так далее. Все это максимально для этого пытаются Тайвань вовлечь в ВОЗовские структуры при ООН и так далее, обвинить его в этой агрессии. И вот этот момент истины, он на повестке дня. То есть это может произойти в любой момент, когда администрация Байдена решит, что они так и так потеряют Тайвань со всей его микроэлектроникой, даже со всеми другими промышленностью и так далее, наукой, оно все перейдет к Китаю. И, конечно, вот это неприемлемо для Соединенных Штатов, и они и сами будут провоцировать Китай на такой конфликт. Сроки называют разные. Вот глава оборонного ведомства Тайваня, так его на материке называют,
Он считает, что в 2025 году это может произойти. Естественно, здесь политическая составляющая гораздо более важнее военно-технической. У Китая есть средства доставки, десантная морская пехота, новые самолеты по, транспортники Юнь-20 и так далее. Их очень много. Этой техники, она способна все эти задачи решить. Политический вопрос, то есть 24 год выборы на Тайване, 25 год, соответственно, какой-то конституционный кризис. Да? Ранее, бывшие военные руководители США называли дату 26 год. А реально в любой момент это может произойти после желания тайваньской стороны спровоцировать, то есть по посылу американской стороны спровоцировать конфликт с Китаем. То есть это может произойти в любой момент. Важно понимать момент какой, помимо всего прочего, что я обозначил по гибридной войне, это то, что Китай готов на диверсии, и они будут причем обоюдного характера. Впервые за 40 лет, 1 апреля 2021 года, впервые поезд пассажирский сошел с рельс, погибло там несколько десятков человек. На Тайване, страна, которая супер развита, это происходит очень редко. Просто одна из единиц строительной техники съехала перед туннелем, и никто этого не предотвратил. Китай фактически показывает, и что Тайвань беззащитен перед такими актами. То есть дезорганизовать жизнь Тайваня, а заблокировать его очень легко. Это несложно сделать. Конечно, не факт, что так и будет происходить, но сигналы принимаются на тайваньской стороне. Соответственно, что сделать будет готов Тайвань в случае этого? Это будет очень большая диверсионная война на территории КНР. Если вы думаете, что самая сильная антикитайская разведка в Восточной Азии это японская или там, не знаю, сингапурская или американская, очень сильно ошибаетесь. Тайваньская разведка самая антикитайская разведка. Самая разветвленная сеть, имеет самую мощную разветвленную сеть Китая. И в случае начала операции огромная эта сеть, состоящая из многих тысяч агентов, она будет готова проводить диверсионные операции на территории Китайской Народной Республики. Это будут разного акта промышленной диверсии на транспорте, в гражданской сфере, там, в городах, в местах скопления людей и так далее. То есть это будет огромная диверсионная война. Тайвань готов к этой войне. Важный момент, который очень касается нас. Во время операции на Тайване 70% вооруженных сил США, ВМС, будут сосредоточены вокруг острова. То есть они будут переброшены туда для того, чтобы не допустить расползания этой операции, конфликта на весь регион Восточной Азии. Это очень реальный сценарий, неконтролируемый конфликт. Что это значит в практическом плане? Это не позволит США оказывать давление на Россию в вопросе Украины. Это не позволит США оказывать давление на Иран. То есть одновременно с началом этой операции, если она начнется резкий рост, если так можно назвать, российского влияния в Восточной Европе и на Украине. И иранских операций определенного действия на Ближнем Востоке. Это все одновременно будут последствия тайваньской операции. Важно понимать, что уходя из Афганистана, об этом я говорил в одном из роликов несколько месяцев назад, исламское движение Восточного Туркестана, которое еще при Трампе было выведено из списка террористических организаций в США, у нас вот эта запрещенная организация, оно фактически будет спонсироваться для того, чтобы проникать на территорию Китайской Народной Республики и организовывать теракты под соусом исламизма или уйгурского сепаратизма. То есть такой ответ тоже не надо исключать. Понятно, что глобальные последствия тайваньской операции, их очень трудно переоценить. Это будет определенный шок, такой же шок в пропорциональном смысле, какой был получен после воссоединения с Крымом. Конечно, меняется вся конфигурация прежних связей Китая, то есть последует целый каскад разных эмбарго, санкций, запретов, попытки вывести Китай из состава ООН, состава Совета Безопасности. Здесь Россия играет очень важную роль, не позволит это сделать. Объявить Китай агрессором и так далее, будет блокировать эти резолюции. Да, это ключевая роль России в данном случае в международных организациях. Но, с одной стороны, Китай начнет жить как в осажденном лагере, а с другой стороны, он активизирует все свои усилия по
достижения контроля в Латинской Америке, в Африке, в Азии и так далее. То есть многим проектам, которые были заморожены из-за консенсуса с Соединенными Штатами, будет даст зеленый свет по всему, соответственно, земному шару. Спасибо большое. Что вы по этому поводу думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо большое.